Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как вязала вот такую подушку тунисским крючком 3,5 миллиметра. Длина крючка 15 сантиметров. Эта часть связана двумя цветами: бильярд и весна. Производство Пихорка, детская новинка. Эту часть вязала тоже из Пихорки. Цвет ежевика и цвет розовый. Расскажу по поводу этого шнура, который я использовала на отделку. Вес одной стороны 96 грамм. Вес полностью наволочки 192 грамма. Подушка с наполнителем весит 440 грамм. Размер 46 сантиметров на 36. Также расскажу, как можно заменить вот эти части на другой цвет и что это дает. Теперь по поводу обвязки. В связи с тем, что у меня подушка в 4 цвета, 2 с этой стороны и 2 с этой, пряжу какого-то определенного цвета подобрать очень сложно. Поэтому я решила взять вот такой шнур и крючком рачьим шагом обвязать. По поводу шнура. Купила я 400 метров. Шнур в пасмах. Пришлось делать катушку. Это втулка от бумажных полотенец. Вот так сделали. И наматывали. Значит, сразу хочу предупредить. Шнуры эти наматывайте только на круглые предметы. На картонку наматывать нельзя, иначе вот в этих местах у вас будут загибы. Вот в этих. Только на что-то круглое. Вот поэтому я оставляю втулки от туалетной бумаги. Вот шнуры эти разного диаметра, разной толщины, разного цвета есть. Даже двухцветные. Серебро есть. И вот смотрите. Есть шнур, у которого внутри сердечник. Хлопчатобумажный. Вот он. Этим шнуром вязать легче. Но когда вы будете вязать, сердечник, вот он выглядывает. Видите? Он будет вылазить при обвязке. А этот шнур, он без сердечника. Видите, металлизированные нитки. Вот, сердечника нету. Но им сложнее вязать. Он пожестче. Поэтому выбор за вами. Ну, вот я решила вот таким без сердечника обвязывать. Вот эти части можно связать
красной ниткой. И тогда у вас получится, если вот здесь красным связать, каменный цветок. По сказу Бажова каменный цветок из серии «Малахитовая шкатулка». Я вам расскажу, в каких рядах вязать красным цветом. Если этот узор оформить в синих тонах, синий с голубым, тоже темный, светлый, и здесь тоже красным цветом оформить, то, перевернув узор, вот вы провязали в синем и в голубом, а здесь в красных. И у вас получится огонь, костер, пламя. Синий с голубым и красный. Ну, это уже на ваше усмотрение. Теперь тем, кто захочет вот эти части связать красным цветом, рассказываю по полоскам, по рядам, как вязать. Первая полоса. Первый ряд. Вяжете. И в конце ряда одна петля красным цветом. Второй ряд. В конце ряда 2 красные. Третий ряд. В конце ряда 3 петли красным цветом. Четвертый ряд. В конце ряда 3 петли красным цветом. Пятый ряд. В конце ряда 2 петли красным цветом. И шестой ряд. В конце ряда 1 петля красным цветом. Значит, эти петли в конце ряда. Та же первая полоса. В начале ряда, в 13 ряду, 1 петля в начале ряда красным цветом и дальше вяжете. 14 ряд. 2 петли красным цветом и дальше вяжете. 15 ряд. 3 петли. 16 ряд. 3 петли. 17 ряд. 2 петли. И 18 ряд. 1 петля. И далее вяжете. Значит, вот эти петли красным цветом. Вот так у вас будет выглядеть первая полоса красным цветом в конце ряда и в первой полосе в начале ряда. Теперь во второй полосе. Вторая полоса. В начале ряда первый ряд, сразу 1 петля красным цветом и дальше вяжете. Второй ряд, 2 петли.
третий ряд, 3 петли, четвертый ряд, 3 петли, пятый ряд, 2 петли, шестой ряд, 1 петля. Это в начале ряда во второй полосе красным цветом. Теперь вторая полоса. В конце ряда 14 ряд вяжете, как я рассказываю, и в конце ряда 1 петля красным цветом. 15 ряд. В конце ряда 2 петли. 16 ряд. В конце ряда 2 петли. 17 ряд. В конце ряда 1 петля. Для начала на дополнительную нить набираем 25 петель. Петли туго не затягивайте. Один, два, три, 24, 25. В последнюю петлю ставим маркер. И теперь вот за эти протяжки, вот у нас косичка, с обратной стороны протяжки. И вот за эти протяжки будем набирать петли. Берем светлую нить и провязываем 2 петли. Теперь берем темную нить и провязываем 3 петли. Причем перекручиваем. Значит, вязать будем темной нитью. Укладываем на указательный, а светлую на средний палец. Теперь поднимаем светлый цвет, укладываем на указательный, дополнительный на средний палец и вяжем 5 светлых. Семь темных.
4 светлых, и 2 темных. У нас здесь 23 петли. Это мы с вами провязали лицевой ряд. Теперь вяжем изнаночный. Провязываем 1 петлю. Затем петлю и тунисский столбик. Для тех, кто только начинает вязать тунисским крючком, рассказываю, что нить меняется в зависимости от того, какая петля идет дальше. Свободная петля. Вот, поднимаем. Кладем на указательный палец и закрываем. А средним пальцем подтягиваем. Вот только 1 раз мы затягиваем. Дальше вы вяжите так и держите большой палец вот здесь, чтобы у вас изнаночный ряд не стягивало. Больше затягивать не надо. Следующие петли у нас темные, значит, мы будем вязать темными. И вот тут подтягиваем. Следующие светлые. Меняем нитки. Провязываем и подтягиваем. Теперь темный. Провязываем, а светлую затягиваем. Заканчиваем ряд светлой нитью. Так, это мы с вами провязали первый ряд. Второй ряд. 1 светлая. Теперь смотрите. Я нитки, когда вяжу лицевой ряд, нитки перекручиваю по часовой стрелке. То есть я должна темную положить на указательный. 2 темных цвета. Четыре светлых. Вот я поменяла по часовой стрелке.
Опять меняю по часовой стрелке. И буду провязывать 7 темных. Пять светлых. Три темных. И один светлый. Но у нас здесь тунисский столбик темный. Я вяжу как? Вот здесь петля изнаночного ряда. Вот она. Захожу в нее. Это только когда меняю цвет. И захожу сзади за полупетлю. То есть за заднюю ножку тунисского столбика. И провязываю светлой ниткой. И вяжем изнаночный ряд. Закрываем светлой. Теперь я поднимаю темную. Светлый подтягиваем. Нитки перекручиваю теперь против часовой стрелки. Заканчиваем ряд темным цветом. Так, мы с вами провязали 2 ряда. Я вам вроде технику вязания показала. Больше я не буду вам показывать изнаночные ряды. Буду показывать только лицевые. И буду показывать, как заканчивать ряд и начинать следующий. 3-й ряд. 2 темных. 3 светлых. 5 темных. 7 светлых.
4 темных, две светлых, теперь я захожу за переднюю и за заднюю полупетлю, и вяжем изнаночный ряд, и в конце ряда я вам буду показывать. В конце ряда провязываем темную и еще одну темную. Вяжем 4-й ряд. Две светлых, вот одна темная, две светлых. Четыре темных. Семь светлых. Вы, когда много провязываете петель одного цвета, на изнанке смотрите, чтобы у вас все петли были ровными. Если где-то выглядывает другой цвет, петля, подтяните. 7 темных. Две петли светлые. Вяжем изнаночный ряд, и здесь я вам покажу. Провязываем одну петлю, затем 2 петли. Заканчиваем 4-й ряд светлой петлей. 5-й ряд. Еще одну светлую добавляем. То есть 2 светлые петли. 3 темных. Пять светлых. Семь темных. Две светлых. Три темных. Одна светлая.
Вяжем изнаночный ряд. Заканчиваем 5-й ряд. Светлая. И последняя светлая. Вяжем 6-й ряд. 2 темных, 1 светлая, 2 темных. 4 светлых. Десять темных. Четыре светлых. Две темных. Меняем цвет нити. Заходим в петлю изнаночного ряда и заднюю полупетлю. И закрываем. Заканчиваем 6-й ряд темной петлей. 7-й ряд. 1 темная, 2 темная. 3 светлых. 5 темных. 4 светлых. 5 темных. 3 светлых. 1 темная. 'Закрываем ряд. Заканчиваем 7-й ряд 1 темной. 8-й ряд. 1 темная, 2 светлых. 7 темных. 7 светлых. 4 темных.
2 светлых. И закрываем.